Для пошива чехла на эту корзиночку я выбрала голубой цвет. Вот у меня такая ткань, хлопок, голубенькая. И голубое ХВ кружево. Так, единственное, я сделала выкройку только донышко. Сейчас вам расскажу как. Положила я бумажку по центру, вот так вот я выставила и обвела кружочек вокруг корзиночки. Вот сложила я то, что обвела, и чтобы это был одинаковый ровный круг, обрезала. Затем я внутрь корзиночки приложила и смотрю, правильно я рассчитала или неправильно. Если он меньше чуть-чуть, то можно добавить другой, вырезать кружочек, уже просто смотрите, добавляете. Так, ну думаю, тут все просто. Если устроил вас чертеж, то по нему и кроете донышко моего чехла. Затем я измеряю от этого чертежа до края. Вот так, до края. Это у меня будет 12 сантиметров. Без изгиба. На изгиб я там другой чертеж. Значит, смотрите, вот 12, да, у меня. Записываю свои мерочки. Потом я замеряю по внутренней части. По внутренней части все. Вот так вот кружок. Я уже замерила. Там у меня 80 сантиметров. В общем, по внутренней части замерила. Так как у меня вот здесь вот будут такие вот для ручек, для моих красивых разрезики, это я буду делить потом напополам. Буду ставить меточки здесь. Так, для внутреннего чехла здесь, значит, 80 на 12. Вот мой чертеж донышка я приложила и с припусками сантиметр выкроила на ткани. Вот этот вот 80 плюс высота 12. Вот кусочек мой. Ну, естественно, припуски по 1,5 сантиметра с каждого края, и здесь по сантиметру у меня. Вот 14, и здесь у меня 83 всего. Вот я вдвое сложила. Так, теперь с этой стороной работаем. Внутреннюю часть мы покроили. От краюшка я примерно посмотрела, какой я хочу, чтобы был у меня здесь кантик, такой бортик кружевной с кружевом. И замерила, ну, примерно, вот, допустим, 5 сантиметров. Ширину своего кружева учитываю, что где-то вот так вот я хочу, чтобы зрительно вот кружева мне будет достаточно. Значит, смотрите, как я выкроила и рассчитала. Так как вот здесь я хочу немножечко сборка, чтобы была такой присобран край для пышности. Мне нравится так. То, значит, надо вот этот вот бортик, вот эту часть выкроить большую, нежели вот эту половинку. Значит так, у нас здесь 80 пополам 40. 40 вот на эту часть, так как вот от это до вот этого вот будет расстояние у меня. Значит 40. И я беру 1,5 ширины. Значит 40 плюс 20. Половинка это 1, и половинка это 20. 40 плюс 20 60. Вот 60 и припуски по сантиметру. Вот у меня 2 полосочки по 60 сантиметров. И вот это плюс по сантиметру с каждой стороны на припуске. А здесь будет кружево. Вот так. И еще мне нужно выкроить для вот этой вот части. Но это я по косой. Вот видите, оно тянется. 2 полосочки выкроила. Вот достаточно вот такой вот будет длины. Примерно
Я рассчитала где-то по 23 сантиметра их. Итак, собираем. Сшила я вместе в кольцо внутренний чехольчик. Вот здесь только пока что. Так, смотрите. Теперь мне надо сделать меточки. Вот так вот я согнула пополам. Согнула. Вот здесь вот меточку, здесь меточку сделала. Вот смотрите, я нарисовала. Нарисовала. Потом вот эти меточки совпали, чтобы с этой стороны внутренней и с этой меточки нарисованы. Вот. Нарисовала. И у меня так 4 меточки на одинаковом расстоянии. На донышке то же самое я соединила пополам. Вот здесь и вот здесь меточки. Меточки. Опять эта меточка с этой, чтобы совпала. Вот здесь вот меточки. Тоже 4 на одинаковом расстоянии меточки. Теперь я булавочками буду скалывать меточку с меточкой. Вот так, смотрите. Беру булавочку и собираю меточку с меточкой. Все, собираем. Так, смотрите, я собрала я на булавочке вот в 4 местах, но между ними я еще сделала, так как у нас вот этот бортик в высоту немножко по диаметру больше, нежели донышко. И нам надо сложить здесь вот немножечко складочки, маленькие буквально, на одинаковом стараемся расстоянии. Вот так вот, видите, с каждой. Вот здесь вот я собрала булавочками, и я, ой, вот. И я вот так на одинаковом расстоянии везде сделала складочки. И теперь будем пристрачивать. Пристрачивать буду на где-то полсантиметра от края. И периодически снимаем булавочки. Ну все, вот так вот по кругу пристрочим. Для того, чтобы вот этот край был аккуратный, его же надо или оверлогом, или косой бейкой. Я выбрала вариант косой бейкой закроить. Вырезаю я по косой из этой же ткани кусочек полоски. Такую полоску достаточную, чтобы по окружности была нам достаточной длины. И вот ее уже начала пришивать. Вот с этой стороны я пришила. Вот как я состыковываю здесь. Все, теперь я на эту сторону. Вот так вот. Вот так вот подкиная. Все расправляем. Буду здесь пришивать, на эту сторону. Все. Все, пришиваем. Пришила я косую беечку по донышку. Это изнанка. Все, закрыты у меня все срезы, ничего там не торочится. Теперь вверх. Делим пополам верхнюю часть. Вот эта часть меточки ставим. От этого до этого у нас будет каждая вот кружево вот сюда пришиваться. Не кружево, а сперва вот эта сборочка, а к нему уже кружево. Это у меня здесь 40 сантиметров. Значит, я беру на машинке, делаю строчку от края полсантиметра и стягиваю за одну ниточку, тяну и вот такую аккуратную делаю присобранность аккуратную до 40 сантиметров. Вот я меряю, мне нужно, чтобы вот эта часть была 40. Она у меня, как помните, была 60 сантиметров. И теперь я ее собираю. Вот приложила 40 сантиметров, зафиксировала здесь узелочек, сделала, чтобы никуда не растянулось это потом. И здесь. И аккуратно проверила все. Вот. Я уже без вас собрала, тут, по-моему, понятно.
Оно аккуратненько все собирается ровненько. Я люблю вот так собирать, не делаю гармошечку. Можно и гармошечку, но я в этот раз делаю так. Затем, для того, чтобы пришить кружево, я здесь не оверлок, ничего не буду делать. Я просто на одну сторону, вот смотрите, вот так вот я сделала просто на одну сторону, вот так вот полсантиметра кверху. И строчу. Вот я прострочила. Вот. И теперь на вот эту сторону, где у меня вот эта вот часть не закрытая, я вот сюда пристрочу кружево. Вот так. Все делаем самостоятельно. На обе стороны я кружево пришила. Вот оно с лица вот так выглядит. И с изнаночки вот так. Теперь нужно эти воланчики с кружевом пришить к самому чехлу. Так, у нас половина. Вот так. И вот так я сделаю меточки пополам. Вот меточки. От этих меточек по обе стороны надо отступить по 2,5 сантиметра. И ставим булавочки. Вот так. Видите? И прилаживаем кружево лицо к лицу. Здесь немножечко сборочку подвинем. Здесь четко к краю, к середине. Вот эта середина, это 2,5 сантиметра. Вот так. И отступим. Вот эту часть вытащим немножечко на сантиметр. Все, зафиксировали. Смотрите. Это центр пополам, где я делила меточка, по 2,5 сантиметра в обе стороны. Вот эта часть, которая внутренняя, должна вот здесь выглядывать на сантиметр. Все булавочками я заколю, вот как здесь, вот все. Приложила все. Вот к этой стороне. Отсюда тоже я пойду в эту сторону 2,5 сантиметра. И строчить я буду от вот этих 2,5 сантиметров, от булавочки по вот этой строчке. Дошла до этой булавочки, зафиксировала ниточку, пошла на эту часть, тоже сделала фиксацию, прострочила и сюда дошла. Все самостоятельно делаем. Строчить нужно на миллиметр ниже вот этой вот уже простроченной строчки, где мы сборочку делали, для того, чтобы когда мы вывернем, у нас лицо не было видно этой строчки. Вот смотрите, чуть-чуть ниже этой строчечки я строчу. На миллиметр, на 2. Вот. Все. Строчим. После пришивания я здесь сделаю надсечки, где у меня 2,5 отступила, я делаю надсечечку. Видите, вот заканчивается у меня вот пришито здесь. Вот сделаю насечку на вот это расстояние до краешка. Видите? И вот как я буду здесь закрывать край. Я просто подогну. Вот так вот спрячу все вовнутрь. И буду тоже строчить от насечки до насечки. Вот со всех сторон. Вот эти насечечки. Все вот это я спрячу. А с этим я потом покажу, что делаем. Так, пока строчим. Так, примерила я чехол на корзиночку, одела и смотрю, теперь проверяю, насколько, где что. Все нормально. Теперь мне надо вот с этими местами поработать, где ручка. Вот здесь вот я сейчас и поработаю. Сейчас покажу как. Так, ну и до этого мне надо еще измерить резиночку. Я вам показываю, как я резиночку замерила. Значит, я вот так вот уже отрезала, но вам покажу. Вот так я взяла резиночку и посмотрела, чтобы не очень туго. И все-таки для присобранности надо все-таки, чтобы она была натяжечку. Вот, нормально мне.
Теперь я пополам это вот разрежу, так как на 2 стороны мне нужно, ровно делю пополам. Вот, и буду ее с изнаночки ставить. Сейчас покажу вам. Так, вот здесь вот в этих местах мне нужно теперь плавно это все обрезать. Вот так я разложила, отступила здесь буквально, сколько тут, полсантиметра вверх от изгиба, вот здесь вот если. А от края получается 2,5, да, где-то так. И вот плавно до вот места пришитого, здесь точно так же сделала плавную линию. И на угол сюда вот тоже вывела. Эти места я сейчас, отступая от нарисованного, сюда вот где-то с полсантиметра вырезаю с обоих сторон одинаково. Здесь с изнаночки я резиночки на немножко в таком сантиметра, наверное, от по голубому, если смотреть по голубой ткани, то сантиметр я отступила. Для чего? Для того, чтобы я, когда буду здесь строчить резиночку, чтобы не по кружеву строчить, а по ткани. Так, вот одна самостоятельная резиночка и вторая. Ну, это та, что я поделила пополам. И работаю с вот этим теперь одним краем. Беру по косой вырезанный у меня кусочек ткани по косой. И буду вот здесь обшивать этот краешек аккуратненько. Так, на расстоянии где-то вот сейчас буду строчить полсантиметра. Все вокруг вот так прострочу. Вот я пришила сама, без вас. Вот резиночки здесь у меня. Теперь вот этот краешек я подогну немножко вовнутрь. Так, вот так. Здесь все расправлю. И прострачиваю вот так вот всю красиво. Еще раз расправлю. Так, я расправлю уже без вас, чтобы не терять ваше время. Принцип вы поняли. Вот так. Так, здесь у нас были резиночки внутри там. И теперь же их надо сюда пристрочить. Вот одну сторону я пристрочила. Вот это с этой стороны, как выглядит с лица. Вот как с изнанки. Я на машинке выставила. Вот есть у меня вот такая программка. Если у вас нету, это для пришивания резиночки. Если у вас нет, вы можете использовать вот зигзаг. Если у вас есть на машинке зигзаг, то можете его использовать. И сейчас вот вторую сторону нужно обязательно иголочками через равные расстояния, как с этой стороны, так и с этой стороны, равные расстояния, чтобы резиночка в меру равномерно была натянута. Вот и буду сейчас пристрачивать. Резиночки я пришила, надела свой чехольчик на корзиночку, чтобы примерить, как это все у меня получается. Все нормально, вроде село. Теперь мне надо вот эти части, чтобы зафиксировать их. Я планирую вот такую вот делать петелечку, сюда вот пришить вовнутрь, и с изнаночки пуговку. Что это за резиночка у меня? Обычная маска, ушко, оторвала одно. Вот и из одного ушка пополам я его разрезала. 2 резиночки на одну сторону одна и на вторую одна. Все. Пришиваю я с одной стороны вот так вот резиночку. Ну вот они пришиты у меня, эти резиночки беленькие. На эту сторону я пришила крючочек. И хочу, чтобы вот эта часть у меня видна была. Для этого я и делала. Вот и эту тоже мне надо было беленькую, чтобы она все-таки была в цвет. Тоненькая беленькая. Вот смотрите, как я сейчас сюда крючочек продела насквозь. Вот в эту петелечку фиксирую крючочек и просто ее
вывожу на эту сторону. Вот она. Крючочком я ее достала. О, упустила. Вот она крючочком. И за... Все. Все расправим. Вот покажу со всех сторон. Вот какая она получилась у меня. И здесь видно, не закрыла я ничего. Все. Ну, я так придумала пошить чехольчик.